Сегодняшний рассказ про систему стружкоудаления в малогабаритной мастерской. Сегодня я хотел бы рассказать и показать, каким образом я модифицировал свой стружкоотсос, а также описать систему разводки трубопровода стружкоотсоса по мастерской и некоторые свои решения по подключению станков, различных станков к системе стружкоудаления. Здравствуйте, меня зовут Юрий, и рад вас всех приветствовать. Итак, сердцем системы является стружкоотсос Jetta DC 1200. Первоначально он покупался с мешком сверху, но впоследствии, когда он переместился в маленькую мастерскую в отапливаемую часть, я понял, что работать с мешком невозможно. Пришлось докупить вот этот бумажный фильтр с самоочисткой, которая, правда, пока приводится вручную, не электрическим способом, но ничего невозможного нет. И со временем были сделаны две его модификации, два его усовершенствования. Первое усовершенствование касалось системы закрепления мешка. То есть вот здесь хорошо видно первоначально клипса, которая нужна для подсоединения мешка и ремня, она стояла на одну ступень выше. Вот это старое отверстие. Я все три клипса, которые есть здесь на этом стружкоотсосе, опустил вниз, добившись следующего. Вместо того, чтобы каждый раз обнимать стружкоотсос при подсоединении мешка, теперь достаточно, обойдя вокруг стружкоотсоса, подсунуть сначала мешок, а потом ремень под каждую клипсу и спокойно, подойдя к замку, его зафиксировать. То есть не нужно обнимать в этом случае пыльный стружкоотсос для того, чтобы подсоединить мешок. Те, кто имеет аналогичную конструкцию стружкоотсосов, меня прекрасно поймут. Вторая модификация касается системы управления. Вот здесь штатно стоял выключатель, который, несмотря на то, что был с блокировкой, он не позволял подсоединиться к нему большим количеством выключателей. То есть он имел только вход или выход. Я этот выключатель снял, коробку от него приспособил для удлинения выключателя на циркулярной пиле. Но об этом другой рассказ, как-нибудь потом. А здесь, в распаечную коробку, которую подключил сбоку, я вложил купленный контактор, соединил его по схеме. Схема достаточно простая, достаточно распространенная, но если кому-то будет интересно, я могу отдельно ее разрисовать и выложить. И далее, подключив один выключатель здесь и остальные выключатели через проводник, уже подключив с помощью вот такого разъема ВАГа, быстросъемного, быстрозажимного, я необходимое количество выключателей уже развесил по мастерской. Хотя на сегодняшний момент необходимых у меня их всего два. Один находится вот здесь, второй увидим чуть позже. Но мы ничем не ограничены в том, чтобы раскидать все выключатели, которые мы хотим подсоединить. Сразу скажу, что я пытался использовать дистанционную систему, радиосистему для включения, но она, наверное, имеет смысл для большой мастерской, когда расстояние от одной до другой стены достаточно большое. Но в моей мастерской он себя не оправдал. Я тратил гораздо больше времени на поиск этого пульта, чем на то, чтобы дойти до выключателя, включить и выключить стружкоотсос. Ну, на этом модификации, в принципе, закончились. Сам стружкоотсос служит здесь уже больше 2 лет. Претензий к нему никаких, работает он исправно. Сам трубопровод, как я уже говорил, сделан из конденсационной пластиковой трубы. Вот здесь место входа в систему стружкоудаления, систему трубопроводов, которая подключается к стружкоотсосу. В холодное время года, когда стружкоотсос находится в отапливаемом помещении, он получается вот таким образом. В теплое время года через вот это отверстие в стене гофрированный шланг выводится в другое помещение, и стружкоотсос размещается там. У системы трубопроводов 3 ветки. Первая ветка идет по левой стороне мастерской и имеет несколько отводов. Каждый из этих отводов, сделанный под 45 градусов, заканчивается своим шивером. Подключение к рейсмусу, одному из основных генераторов стружки. Далее идет подключение к фрезерному столу. Сейчас я подробнее на этом остановлюсь. Оканчивается эта ветка тройным трубопроводом, который идет к торцовочной пиле. Поскольку конструкция самой пилы имеет 3 воздуховода для отвода стружки. Все 3 подсоединены. Работает это все достаточно неплохо в ситуации, когда пила у нас находится в крайнем положении,
То есть не использована протяжка. Когда пила выдвигается по протяжке, понятно, что стружки уже летят в разные стороны и не захватываются диффузором. Возвращаясь к фрезерному столу, стружкосос фрезерного стола подсоединен с помощью гибкого шланга сотового. И сделана вот такая конструкция. Одна из конструкций, которая позволяет очень аккуратно убирать стружку во время фрезерования. То есть конструкция простейшая, просто фитинг от системы вентиляции, который можно купить в любом строительном магазине. Вот такой фитинг. И коробка, на которой тоже расположен фитинг от системы вентиляции. Все это крепится к фрезерному столу либо с одной стороны, либо с другой стороны, в зависимости от направления фрезерования, на столе с помощью струбцин и позволяет сэкономить время на уборке в мастерской. Вторая ветка по потолку идет на торцевую стену мастерской и приходит к ленточной пиле. Здесь конструкция тоже типовая. Трубопровод заканчивается своим шибером. Дальше по гибкой подводке идет подключение к штатному отверстию в ленточной пиле. Но здесь есть отвод. Отвод для того, чтобы дополнительно снимать стружку в том месте, опилку в том месте, где она, собственно говоря, образуется. И прикрепление сделано совсем простым способом. То есть лист фанеры, магниты, неодимовые магниты. И кусок трубы – это остаток от мотка с стрейч-пленкой. Картонная труба. На магните он подсоединяется в то место, где максимально удобно отвести стружку. С другой стороны кусочек такой же трубы для того, чтобы просто направить поток снизу вверх, чтобы ограничить поток. И трубопровод подсоединяется к трубе. Работает эффективно. С ним работать гораздо приятнее, чем без него. По потолку переход на другую сторону мастерской, на правую сторону. И здесь тоже тройник, раздвоение на два рукава. Один рукав идет на штатное подключение к фуганку, основному производителю, генератору стружки. И левая сторона идет на циркулярную пилу. Снизу подключение 60-м шлангом подключение сзади к штатному отверстию для пылеудаления от циркулярной пилы. Ну а второй шланг, отдельный шланг, нужен для того, чтобы подключиться к патрубку защиты в случае, если я работаю с защитой. Пару слов про шиберы. Шиберы были сделаны по классической схеме, достаточно распространенной. Отверстия вырезались фрезером по циркулю. Первоначально возникало желание покрасить этой задвижкой в красный цвет, но увидев на канале одного из уважаемых блогеров, что он этот дизайн уже применил, я не решился повторять. Я не думаю, что сам автор имел бы ко мне какие-то претензии. Но в комментариях я наверняка увидел бы замечание типа того, что слезал у Ивана Баева, поэтому я красить этого не стал, пусть будет таким образом. Как я уже говорил в одном из предыдущих видео, сам трубопровод имеет систему защиты от статического электричества, систему снятия статического электричества, которая выполнена путем проклейки фольги по внутренней части трубы и обеспечения надежного электрического контакта с системой заземления мастерской. Как обеспечить систему? Вот с помощью вот таких зажимов ВАГа. Очень удобная конструкция. В свое время я купил целый горсть таких
зажимов и часто их использую, часто их применяю. Легко снять, легко установить, легко подсоединить, легко отсоединить. Система заземления соединяется со всеми кордами во всех гибких трубопроводах для того, чтобы снимать статическое электричество в самой трубе, в гибкой трубе. Также идет соединение с фольгой, как, например, вот здесь. И также все корды на гибких шлангах точно так же соединяются через вага. Вторым обязательным элементом системы стружек удаления является пылесос, который, наверное, вы часто могли видеть в моих видео. Очень интересная модель. Это Интерскол, но сделанный с начинкой компании StarMix, немецкой компании, которая не только сама выпускает пылесосы, но и поставляет комплектующие для многих брендов. Очень удачная модель, но сейчас, к сожалению, она уже не производится, не продается. Но у меня работает она уже несколько лет, и я очень ей доволен. Пылесос используется с мелким электроинструментом, таким как шлифмашинки, присадочный фрезер, ручной погружной фрезер, погружная пила, сверлильный станок. И на фрезерном столе он имеет возможность подключения к параллельному упору для отвода стружки от фрезы. Ну вот я ответил на вопросы, которые мне задавались относительно системы стружкоудаления, а заодно и показал свою мастерскую. Про нее особо рассказывать вроде больше нечего. Так все видно, все понятно. Если у кого-то есть вопросы о схеме подключения контактора и выключателя для управления стружкоотсосом, напишите об этом в комментариях. Я обязательно разрисую и найду возможность его опубликовать. Ну а относительно шибера, у меня есть трехмерная модель, сделанная в программе SketchUp. Напишите в комментариях, если вы хотите, чтобы я тоже выложил. А на этом я с вами сегодня прощаюсь. До свидания, до следующей встречи.